Теперь нам нужно пришить хвост. Хвост у нас из 3 перышек. Мы вот это вот самое большое перышко прям надеваем на курочку. Надеваем и будем пришивать. Дальше второе пристраиваем рядышком. И третье тоже рядышком. Вот такой хвост у нас получится. Пришиваем самостоятельно. Вяжем ноги. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Стягиваем кольцо. Второй ряд. Вяжем 6 прибавок. В конце ряда 12 столбиков без накида. Третий и четвертый ряды мы вяжем по 12 столбиков без накида. Пятый ряд. Вяжем 6 убавок. В конце ряда у нас 6 столбиков. Добавляем сюда вовнутрь холофайбер и закрываем иголочкой. Обрезаем нитку так, чтобы можно было потом сшить. Все, сюда холофайбер. Затягиваем. Вот такая бусинка получилась. Вяжем верхнюю часть ноги. Оставляем ниточку. И дальше делаем кольцо амигуруми. В кольцо будем ввязывать 6 столбиков без накида. Стягиваем. Так, второй ряд. Вяжем столбик без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас будет 9 столбиков. И третий ряд мы будем вязать 9 столбиков без накида. В конце третьего ряда делаем соединительный столбик и обрезаем ниточку для того, чтобы такую длинненькую, чтобы мы могли пришить. Так, маркер я убираю. Теперь смотрите. Это у нас будет верхняя часть, которая к курочке будет крепиться. А нижнюю часть мы сейчас с вами соберем. Вытянули ниточку, которую мы оставляли от кольца амигуруми. И вот сюда протягиваем в серединку. Вот. Теперь я надеваю бусинку. У меня деревянная. Можете одевать бусинки, можете не одевать, можете связать такую же, только поменьше. Это уже все зависит от вашей фантазии и вашего желания.
Так, дальше прошиваю вот эту. И вот смотрите, у нас вот такая ножка получается. Вот у меня одна ножка уже готовая есть. Длину только надо выровнять, чтобы длина была одинаковая. Все, и здесь делаем узелок. И прячем. Обрезаем лишнюю ниточку. И вот наши ножки готовы. Такие, видите, длинные, болтающиеся. Такие. Теперь берем нашу курочку и пришиваем ножки. Вот у нас первое кольцо было, начало тела. И вот по краям, ближе к голове. Вот так. Сейчас я на иголочке возьму. Одна и вторая. И вы в середку добавьте немного холофайбера, чтобы поплотнее были ножки. Вот так. Если вы хотите, чтобы вот эти веревочки были поплотнее, то, естественно, можно провязать еще цепочкой, воздушными петельками, и тогда будет здесь более такая толстая ниточка. Я не хочу. Пришиваем. Ноги пришиты. Теперь нам осталось украсить курочку и сделать ей крылышки. Украшать будем разными цветочками. Вот в таком плане. И поэтому мы сейчас с вами будем вязать вот такие вот сегменты небольшие. Потом можно будет украсить и здесь как-нибудь, как нравится. Так, сейчас мы с вами свяжем несколько видов цветочков. Делаем вот такую маленькую розочку. Провязываем 15 воздушных петель. Во второй от крючка вяжем столбик без накида. Дальше полустолбик с накидом. И во все последующие петельки мы вяжем по 2 полустолбика с накидом. 2. Еще 2. И так дальше. Вот у нас осталась последняя петелька, и мы в последнюю петельку провязываем столбик без накида и сюда же соединительный столбик. Оставляем ниточку. Вот смотрите, что у нас получилось. Такая завитушка. Она прямо сама просится, чтобы ее закрутили. И вот мы закручиваем. Вот у нас получилась розочка. Теперь вот этой ниткой мы пришиваем. У нас получается такая розочка. Второй цветок, который мы будем вязать, вот такой вот маленький. В кольцо амигуруми набираем 2 воздушные петли, столбик с накидом, 2 воздушные петли,
соединительный столбик. У нас получился лепесточек. Дальше опять провязываем 2 воздушные петли, столбик с накидом, 2 воздушные петли и соединительный столбик через кольцо амигуруми. Вот у нас второй лепесточек. И так повторяем 5 раз. 2 воздушные петли, столбик с накидом и 2 воздушные петли, соединительный столбик. Довязали последний лепесток, обрезаем ниточку, стягиваем колечко. И вот он, наш цветочек. Теперь будем делать вот такой небольшой, как будто бутончик. Лепесточек один. Набираем 3 воздушные петли. И вот в первую вяжем 2 столбика с накидами. Ну, не довязываем. То есть на крючке у нас 2 остается. 2 петельки. Еще одну. Столбик. Не довязываем. У нас получается как пышный столбик. Теперь провязываем все 3 вместе. Дальше 2 воздушные петли. И в первую делаем соединительный столбик. Все, обрезаем. Если будете пришивать, оставляйте нитку побольше, я буду приклеивать, поэтому мне ниточки особо не нужны. Вот такой лепесточек. И еще я буду использовать зелененькие, ну, как листочки. Мы их вяжем 3 воздушные петли. Дальше 2 столбика с накидом в первую. Не провязываем до конца, с одной вершиной получается у нас. 2 столбика с накидом будем делать с одной вершиной. На крючке 3 петли. Провязываем вместе. Дальше 2 воздушные петли. Делаем соединительный столбик. И провязываем 3 воздушные петли. И вот сюда в самую первую провязываем соединительный столбик. Все, обрезаем ниточку. Опять же, если вы будете пришивать, то подлиннее. Если не будете пришивать, то покороче. У нас получается вот такой листочек. Маленький, миленький. Вот, в принципе, и все. Вот эти 4 элемента я буду использовать в украшении нашей курочки. Значит, я постараюсь, смотрите, нам нужно выложить цветочки так, чтобы создалось впечатление крылышка. Вот сюда я буду делать розу. Дальше буду делать такой цветочек. В конце буду приклеивать вот такой розовенький. Вот видите, у нас получилось прям такое крылышко. И параллельно где-то здесь можно добавить зеленых лепесточков. То есть украшение у вас будет уже по вашему желанию. Вы будете делать так, как вам понравится. Я, наверное, так буду выкладывать. Здесь еще можно украсить бусинками, серединку. И плюс украшаем еще хвост. Тоже какими-то из этих элементов. Дальше смотрите сами,
Кому что нравится. Роза, наверное, большеватая, а вот такими цветочками другого цвета, я думаю, вполне. Ну что, дальше оформляйте сами. У каждого будет своя индивидуальная курочка. Очень красивая, необычная. И вот наша яркая курочка готова. Я ее украсила цветочками, лепесточками. Теперь смотрите, если вы хотите ее использовать как брелок, то вы можете сюда подцепить карабинчик, заготовку для брелка. Либо вот я связала веревочку из 50 воздушных петель. И вот сюда она закрепится. И будет у нас такая подвесочка. Поэтому смотрите, выбирать вам. Все, сейчас на узелок и спрячу. Вот такой подвес. Вот и все. Наша курочка готова. Напишите, пожалуйста, в комментариях, понравился ли вам мастер-класс, получилась ли у вас курочка. Какого цвета вы ее делали? И делали вы ее с подвесом или просто как декор, корзинку. Пока!